Утреннее кофе для мужа. Ну как утреннее? На часах уже час. Он сегодня храпанул до часу. И я, пока он спал, монтировала видео. Мы собрались в магазин. Я сегодня в таком более корейском стиле, в длинной юбке и свободным свитером. Конечно же, носочки. Теплые носочки, чтобы ножкам было тепло. 너도 오늘 되게 멋있네. 새로운 바지 입고. 오늘 뭐 코플룩 같아. 그치? В общем, мы сегодня проснулись с утра, долго думали, что мы хотим поесть. Дома уже так немножечко подъели все, но мы обычно в выходные, когда у нас выходные, то мы куда-то выезжаем и где-то в щектанах, в едальнях кушаем, чтобы, развеяться. По будням домашняя еда, в выходные где-то вне дома. Вот. И мы сначала думали поехать в буфет. В буфете, поскольку очень много разнообразной кухни, то как раз, когда хочется всего по чуть-чуть, идеально. Там можно и салатик, и суши поесть, и чего только нету. Очень много разных десертов. Но недолго подумав, вспомнили, что за окном вообще-то бушует корона. Какой буфет? Буфет подождет. Вот, поэтому мы решили, нет, мы не поедем ни в какой буфет, хотя они еще работают, но все равно государство раз говорит, что по возможности никуда не ездите, то мы не поедем. Вот, мы лучше сейчас поедем в супермаркет, закупимся продуктами, особенно на случай, если закроют все, надо, чтобы дома были продукты, и лучше приготовим еду дома. Ну а вообще с 23 числа, вот буквально час назад опубликовали запрет на сбор людей больше 5 человек, не членов семьи в одном месте, поэтому рестораны закрываются, да, все вот эти, знаете, предновогодние, предрождественские встречи с коллегами по работе, с друзьями и так далее, все это отменяется. Ну и правильно, нечего сейчас собираться на самом деле, вот. Вопрос, не знаю, как будет вопрос с работой мужа, он у меня работает менеджером в одном заведении, поэтому пока что под вопросом. Возможно, их тоже закроют, и они будут работать только на доставку. Так что да, вот такие меры в Корее. Сейчас больше 1000 заболевших каждый день. Это очень много для Кореи, да, цель Кореи не чтобы все переболели, а чтобы заболело как можно меньше людей. Корея делает для этого все усилия. Взяв тележку, обязательно ее нужно обработать. Сразу же стоят здесь все санитайзеры и салфетки. Попшикал, протер, все. И потом вот эти еще специальные такие пластмассовые штучки, они потом в конце дня все снимаются и заново лепятся. В общем, мы закупились очень солидно, по русскому стилю. Будем готовить дома. Завтрак, обед, ужин. Все будет дома. Сейчас по едальням ходить не особо. Домой приедем, покажу вам, что мы купили. А суши купили сейчас покушать. Итак, что же мы купили? Давненько я не снимала наши закупы. Мы на самом деле купили 2 видов еду. Одна это как бы свежая для готовки, мясо, овощи и так далее. А вторая это то, которую можно заложить на всякий случай, если там совсем, знаете, будет какая-то серьезная ситуация по коронавирусу. В общем, что-то типа рамена, который, на крайняк есть что поесть. Мы взяли вот такую вот упаковку замороженного самгёпсаля. Это специальный такой тепе самгёпсаль, который тоненько нарезанный, он замороженный, и потом просто достаете из морозилки и жарите на сковородке, очень вкусно. Так как хранится в морозилке, то тоже может пролежать долго. Рамен, как я и сказала, заложить, чтобы лежал на всякий случай. У нас дома есть рамен, который в пакетах, который варится, и взяли еще вот такой, который просто кипятком заливается. 4 порции карри, тоже они могут долго лежать. Прозрачная лапша очень часто используется в корейских блюдах. Соевые ростки, перец, морковь, чеснок. Кстати, многие спрашивали, почему очищенный. В Корее в супермаркетах везде в основном продают очищенный чеснок. То есть именно клубнями можно купить, наверное, только если на рынке. Там да, а в основном везде продают сразу очищенный. Не знаю, как это называется по-русски, баджирак. Ну, в общем, ракушки.
ракушки вот такие. Они упакованы, естественно, в воде, чтобы они были не высушены. Тоже добавляются в некоторое количество блюд. Взяла фарш, хочу сделать голубцы. Потом взяла говядину, тонко нарезанная свинина, на чаюк-похком пойдет. И курица, здесь сразу такой уже набор, то есть разрезанная целиком. Здесь 2 ножки, крылышки и так далее. Сразу получается готовый набор на такпукумтан или такторитан. Капуста, картошка, майонез. Очень редко, когда покупаю майонез, но в этот раз на Новый год хочу сделать оливье, поэтому взяла. Заправка на крем-пасту и томатная паста. Ветчина-колбаса, не знаю, такую не пробовали, тоже взяла на оливье и на сэндвичи. 2 супчика. Они уже в упаковке, я такие же отправляла маме, то есть тоже заложу в холодильник и пускай лежат на случай, когда совсем будет нечего кушать, нечего будет приготовить, просто выливается в кастрюльку, разогревается и очень вкусно. Пиво, куда же мой муж без пива? Лук-порей, это я взяла наборчик сейчас перекусить. Десяток яиц, помидоры, салат, сосиски, здесь еще к ним что-то в подарок дали. В Корее очень часто акция, что как бы вот так вот 2 упаковки связывают и еще что-то в подарочек. Это, ага, это дали соус. Клубника, сейчас в Корее сезон клубники. Вот эта упаковочка всего за 7000 мы купили. Лимон. Сметана. Ни разу не брала вот именно такой. Попробую. Вроде говорят, что более-менее похож на русскую сметану. И здесь сода и разрыхлитель. Я хочу приготовить тортик. Вот такая закупка получилась. Все вместе вышло в 154 тысячи вон. Это, в принципе, нормально для такого количества еды. Теперь осталось это все вкусненько приготовить. Сейчас немножко перекушу суши, очень захотелось суши. И пойдем в парикмахерскую. Нужно подстричься Юнсопу, потому что если введут 3-й уровень коронавируса, то парикмахерские тоже будут закрыты. Кстати, в последнее время некоторые блогеры за свои видео получили очень много хейта. Это касается тех блогеров, которые вот сейчас в нашу 3-ю волну коронавируса в Корее, там снимают видео, как они гуляют по улице, да, и что-то рассказывают, при этом спускают на этот момент маску. Или там поехали в Пусан, поехали на Чеджу там погулять, что-нибудь поснимать. Потому что в Корее как бы все-таки ограничения по коронавирусу считается, что они распространяются на всех. Неважно, ты там ютубер или ты какой-нибудь уполномоченный, в политике, например, когда проводят новости, показывают новости по телевизору, тоже они там все стоят, либо маски, если это какой-то там сбор, они там совещание, какой-то доклад рассказывают, либо если это новости, там Госдума и так далее, они там сидят все через вот эти вот пластиковые перегородки на расстоянии. То есть даже смотря телевизор, простой человек, он понимает, что все, да, действительно все соблюдают меры карантина, и тогда появляется вот это вот ощущение, что да, давайте мы все будем соблюдать, все носим маски, да, никто там никуда не ездит, и вместе с этим всем боремся, потому что в России, даже если судить хотя бы только по видео на Ютубе, я имею в виду записи с телевидения, да, там всякие передачи с ТНТ, с СТС, там никто не в масках, все сидят как обычно, и все, в общем, как обычно. Поэтому в России, я думаю, что как раз-таки из-за этого еще сложно народ убедить соблюдать все меры, потому что они смотрят на телевизор, и там никто ничего не соблюдает. И складывается ощущение, что как бы, ну а почему только мы? Это, знаете, как родители должны показывать пример детям, да, если родители ведут здоровый образ жизни, то и ребенок будет вести здоровый образ жизни. Так же и тут государство должно показывать пример на своем примере, да, остальному населению, что вот смотрите, мы везде в масках, мы везде все соблюдаем, и вы давайте тоже. И никому не делается исключение, где там, когда BTS привозили на какую-то телестанцию, да, они там снимали интервью для телеканала, то же самое, никому исключения, они все в масках пришли, у всех измерили температуру, всем выдали антисептики, то есть никому нет исключения. В период коронавируса, когда уровень опасности 2.5, нужно в парикмахерских стричься только в масках, снимать нельзя. Пошла я, собственно говоря, с мужем
вместе, чтобы вам это заснять. Сразу внизу под парикмахерской у нас открыли новую кафешку. Это сеть кофеин. И такая рождественская атмосфера. Внутри сидеть нельзя, внутри все убрано. Заказывать будем снаружи. Клубничный с сыром. Обалдеть, какая вкуснотень! На ужин у нас сегодня керенчим. Это что-то типа воздушного водянистого омлета. Делается из яиц. Такой получается яичный супчик. Самгёпсаль тоненький, жареный чеснок и жареное кимчи. Приятного аппетита! Вкуснотища сегодня! Вот про это я говорила. Видите, в новостях берут интервью и репортер в маске, и все в маске. Без масок в основном только вот какие-то одни телеведущие, которые находятся одни в помещении, как бы они без масок. А если какое-то совещание, то еще между ними перегородки. На вечер немного десерта и PlayStation. Пытаемся пройти квесты в игре Lego Marvel, вторая часть. Называется «Немножко решили поиграть». На улице уже ночь. Будем ложиться спать. Спасибо, что посмотрели этот влог. Увидимся с вами завтра. Всех люблю-люблю. Пока-пока.